давайте сделаем вот такой красивый шар. Камера не передает, он такой пыльно-розовый. Один край я обрезала. И вот на ниточку соберу. Собрала на нитку, потом все это вместе собрала и сшила, закрепила как следует, чтобы потом можно было одеть вот так шапочку. Теперь беру пин с колечком и разгибаю его. Вот так вот примерно. Теперь с изнанки вставляю вот в эту пимпочку, или как сказать. И стараюсь протолкнуть ее туда, примерно в серединку. Вот из-за того, что пин разогнутый наполовину, он цепляется там. Чтобы это держалось лучше, я еще вот здесь промазываю, ну, чтобы не выскочило при ношении. И одеваем колпачок. Чтобы все было ровненько, я загибаю пин вот как раз вот здесь, где сходятся два кончика. Так. 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 Обрезаю. Вот так. Вот видите, получилось колечко. Так, ну теперь точно так же вторую сторону обрезали. Чтобы шарф хорошо смотрелся, он должен быть, ну, вот, как вам показать. Вот я на свой рост, получается, где-то 1,50 м длиной, но они бывают длиннее намного. Ну вот 1,50 м, даже чуть побольше. Это хорошая длина, чтобы можно было его обернуть вокруг себя. Вот сейчас я вам покажу. Отступаем от края, ну где-то сантиметр, может быть чуть поменьше. И вот так вот, такими стежками, прям вот, ой, у меня такой свет тут плохой.
Прям почаще, чтобы оно потом было аккуратно и прочно. И вот так всю по длине собираем. Теперь беру пин с колечком и разгибаю его. Вот так вот примерно. Теперь с изнанки вставляю вот в эту пимпочку, или как сказать. И стараюсь протолкнуть ее туда, примерно в серединку. Вот из-за того, что пин разогнутый наполовину, он цепляется там. Чтобы это держалось лучше, я еще вот здесь промазываю, ну, чтобы не выскочило при ношении. И одеваем колпачок. Чтобы все было ровненько, я загибаю пин вот как раз вот здесь, где сходятся два кончика. Так. 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 Обрезаю. Вот так. Вот видите, получилось колечко. Так, ну теперь точно так же вторую сторону обрезали. Чтобы шарф хорошо смотрелся, он должен быть, ну, вот, как вам показать. Вот я на свой рост, получается, где-то 1,50 м длиной, но они бывают длиннее намного. Ну вот 1,50 м, даже чуть побольше. Это хорошая длина, чтобы можно было его обернуть вокруг себя. Вот сейчас я вам покажу. Отступаем от края, ну где-то сантиметр, может быть чуть поменьше. И вот так вот, такими стежками, прям вот, ой, у меня такой свет тут плохой. Прям почаще, чтобы оно потом было аккуратно и прочно. И вот так всю по длине собираем. Так, собрали. И вот как вам сказать-то? Вот это сверху должно быть лицо. То есть там внутри изнанка.
Вот так вот свернули в трубочку. Так. Ну, а теперь как вам удобно. Я вот так вот делаю. Протыкаем вот это все и затягиваем. И так вот по кругу, чтобы желательно захватить все эти складочки. Можно даже в 2 нитки сделать. Еще прочнее будет. Ну и так, пока вот не убедитесь, что у вас все это крепко и надежно. Красоты тут никакой не надо, потому что вы все равно это дело будете закрывать. Самое главное, чтобы было крепко. Все это по кругу прошьете, закрепите как следует. И будем одевать вторую шапочку. Опять разгибаем. Ой, какой у меня тут цвет неудачный. Разгибаем изнутри. Вставляем, стараясь попасть в серединку. Так вот ее прокручиваете, прокручиваете. Туго же, конечно, зашиваешь, поэтому тяжело. Ну вот. Так. Кстати, можно изнутри капельку клея еще добавить. Если сомневаетесь, что у вас все крепко, можно так. Раз. И затянули. Так, теперь сюда. Одеваем и загибаем, чтобы не перекручивались бусины, чтобы они ровно лежали. Опять загибаем вот сюда, где у нас сошлись вот 2 краешка. Так, откусываем. Я вам так подробно, мало ли вдруг вы надумаете делать себе такой шар. Вот так. Ну вот. Теперь нам осталось
из бусинок собрать окончание. Я подобрала под этот шарфик, ну прям вот идеального цвета бусинки. Чуть-чуть они посветлее, но прям вот очень хорошо подходят. И теперь одеваем их на пины, маленькие шапочки, чтобы отверстия закрылись. Так. Загибаем крючочки. И между ними вот такие под золото бусины. Сейчас я все это соберу. И наш шарфик будет готов. Между собой их соединяем. И сейчас так соединим все. Ну что же, собрала я. И сейчас будем... Здесь у нас не загнутое колечко. Так, и теперь самое главное вот так, чтобы нам не ошибиться, нужно разложить шарф весь вот этот, вот так, и вот так. Вот и все. Ну, я вам покажу завтра при дневном свете на манекене. Вот такой шарфик получился. Очень красивый, такой благородный какой-то оттенок у этого вот цвета. Спасибо всем огромное за внимание.